Всем привет! Хочу, пожалуйста, вас попросить перед началом ролика подписаться на мой телеграм-канал, на мой личный телеграм-канал. Здесь много полезной информации, много очень крутого и эксклюзивного контента только в телеграм-канале, что нет на ютубе. Ребят, кто еще не подписан, подпишитесь, пожалуйста. Ссылочка будет ниже под роликом в закрепленном комментарии и под описанием. Кто смотрит, новая аудитория, ребята, которые только сейчас наткнулись на мой YouTube канал. Также, ребята, кто давно меня смотрит и не подписаны еще каким-то чудом на мой телеграм-канал, подпишитесь, пожалуйста. Тут очень много полезной и, самое главное, крутой и эффективной рабочей информации. Также, ребят, кто подпишется на мой телеграм-канал, мы лично от нашего магазина FB Store для наших подписчиков выдадим пару аккаунтов под запуск, пару BM и пару VPN под запуск. Переходите, ссылочка будет ниже, подписывайтесь, и мы в телеграм-канале проводим раздачу аккаунтов, VPN, бизнес-менеджеров и вообще просто даем расходники аккаунта абсолютно бесплатно для подписчиков на тесты. Ссылочка будет ниже под роликом в закрепленном комментарии и будет еще в описании. Так что, ребят, переходите, пожалуйста, и подписывайтесь. Также, кому лень переходить по ссылочке, вот у меня будет такой уникальный QR-код. Вы заходите в своем телефоне в камеру, обычно на которую фотографируетесь, селфи делаете, либо что-то снимаете. Далее наводите эту камеру просто на этот QR-код, и вам вверху всплывает окошечко «Открыть в приложении Telegram». Вы нажимаете, вас сразу же редиректит в приложение. Так что, ребят, подписывайтесь, пожалуйста, здесь очень много крутой, самое главное, полезной и рабочей информации по запускам, многое другое. Ссылка будет ниже в комментарии в закрепленном и в описании под роликом. Переходите, подписывайтесь, выдаем аккаунты, бизнес-менеджеры, VPN абсолютно бесплатно для наших подписчиков. Ребят, FB Store вещает. Сегодня будет продуктивный, информативный ролик. Разберем актуальные вопросы и, так сказать, скажу решения, как мы сейчас их сами решаем и как сейчас в целом вообще обстановка по Фейсбуку. Составил ряд основных вопросов. Ребят, пожалуйста, перед началом ролика поставьте царский лайк на данный видеоролик. Напишите хороший комментарий. Это помогает в продвижении контента на YouTube для вас. Итак, ребят, пойдем по пунктикам. Разберем все основные моменты. У вас демонстрация экрана. Сейчас должно было все это начаться. Должно все быть видно у вас. Первое, что сейчас с блокировками ФП, фанпейдж, почему так, что делать с этим, как добавить траста на свою ФП. Давайте поговорим об данном вопросе. Сейчас просто зачитаю по пунктикам. Первое, что делать с ФП. Второе, лента арбитраж трафика. Третье, что сейчас делать с прокси, где брать, какие использовать. Четвертое, рекламные места у нас на сайте. Новая функция, расскажу о ней, что к чему. Пятое. Как сейчас лучше входить в аккаунты. О входах тоже более подробно поговорим и, соответственно, расскажу, что к чему, как сейчас сами авторизуемся и почему так, и почему наиболее правильно так, соответственно, авторизовываться в Facebook аккаунтах на данный момент в нынешних реалиях Facebook. Следующее у нас идет. Шестое. ЗРД, что делать сейчас, почему летит. То есть про ЗРД, ребят, тоже поговорим. Расскажу вот в целом про ЗРД, почему оно летит. И вообще в целом, что сейчас делаем мы. Запускаемся. Вот наша команда FB Store, также у меня своих два байера. Заливаемся, запускаемся. Вышел ролик неделю назад. Ссылочка будет также на этот ролик ниже под данным видеороликом в описании. Там рассказали про алгоритм действий. Полностью все описали и рассказали, что к чему. Седьмое. Откуда сейчас лучше запускать рекламу с БМ? Ребят, кто меня смотрит опытные, те уже, наверное, понимают, что такое БМ. Но бывает, ребят, также смотрит аудитория новичков, кто только заходит в арбитраж трафика. Для них поясняю, разъясняю. БМ – это бизнес-менеджер. Если вы не знаете, что, это такая компания внутри самого социального аккаунта. То есть они приобретаются отдельно и запускаются на БМах побольше функционала, чем на личном социальном аккаунте. То есть как лучше запускать с БМа, либо же с личного аккаунта. Восьмое. Что сейчас с картами? Какие используем и какие вообще в простонародье, так сказать, в нынешних реалиях сейчас ребята сами используют. Про карты тоже поговорим и, соответственно, все расскажу, что к чему. Далее, девятое. Сколько на аккаунте давать отлежку перед запуском? Тут два варианта, про это тоже, так сказать, поговорим. Десятое. Предавто. Предавто, что сейчас с этим делать, как решать, что мы сами делаем. Об этом тоже, так сказать, поговорим. И расскажу в целом, какие сейчас решения или как вообще поступать, если прилетает предавто. Кто не в курсе, что такое предавто, это когда мы начинаем вязать, и нам Facebook, к примеру, запрашивает там 5-10 долларов на списание перед запуском рекламы. Следующее, 11, завершающее. С какими аккаунтами сейчас лучше всего запускать рекламу, и какие вот мы сами используем. Об этом тоже поговорим, так как и на YouTube, и в личку много ребят пишут. Артем, подскажи, какие сейчас аккаунты лучше всего использовать.
Итак, ребят, зачитал все основные вопросы. Это такие, так сказать, наболевшие вопросы, которые наболели в чате. Много ребят, кто задают что к чему. Не сегодня, так сказать, буду отвечать на них. Также, ребят, пишите по этим всем вопросам, у кого есть какие, так сказать, может, мысли или кто-то своим личным опытом хочет поделиться, пишите ниже в комментариях. Будет тоже полезно. Так что, ребят, ставьте лайк и начнем. Первое. Что сейчас с блокировками фанпейдж? ПП, почему так, что делать, как добавлять траста. Что касаемо именно блокировок, сейчас у Фейсбука начались такие небольшие штормы, но они уже, так сказать, заканчиваются. День-два очень сильно штормило и банило ФП. Мы запускаем, мы сами, я, два байера у меня запускаем, 20 аккаунтов запустили, на 10 смотрим, прилетает отклон, то есть блокировка ФП. Не блокировка личного аккаунта, где такая пометка ZRD, а именно блокировка фанпейдж. Мы сначала удивились, подумали, может быть, просто, так сказать, случайно у Facebook какие-то фильтра стригернули. Но на самом деле нет, ребята в чат начали писать. Потом, как выяснилось, ФБ обновляет внутреннюю какую-то там систему, что-то они там мудрят, так сказать, и обновляют. Сейчас уже это отпускает, ФП не так часто блокируется. У нас по статистике с 20 аккаунтов, один байер вчера запускал, с 20 у нас запустилось 10. То есть 10 запустилось без блокировки ФП, а остальные заблокировались на ФП. То есть что это такое? Сейчас просто ФБ обновляет. Если блокируется ФП, то просто мы сейчас делаем так. То есть запускаем просто объемом, где-то блок, где-то льет. Почему так? ФБ обновляет сейчас, обновляет определенные, наверное, алгоритмы и что-то внедряет. Из-за этого, так сказать, чуть-чуть его пошатывает и где-то чуть-чуть ужесточились блокировки по ФП. В основном не критично, 2-3 дня и должно отпустить. Сейчас с 10 аккаунтов половина запускается. 5 блокирует ФП, 5 льет. Запускается. Что делать с этим? Просто запускать объемом. То есть запускаем, где-то прилетает, где-то нет. Как добавить траста на ФП? Что такое траст? Траст – это, так сказать, определенное доверие к данной фанпейдж. То есть как добавить траста на вашу ФП, которая у вас, так сказать, голая, вы ее создали, и как на нее добавить траста по поводу именно траста на ФП. Траст – это, так сказать, определенные действия, определенное либо добавление друзей, либо накрутка там на пост, который у вас на фанпейдж, лайков, либо же комментарии. То есть по поводу именно траста на ФП у нас есть вот такой сервис. У меня два байера сами его тестят. Это называется FB Store Center. Это идет наш сервис от нашего магазина FB Store. Здесь, соответственно, можно... Так, это наш магазин, маленечко не туда перешел. Ничего страшного, сейчас зайдем. Здесь, на этом сервисе, можно накрутить подписчиков. То есть, накрутить подписчиков, добавить траста на свою ФП. Как делаем? Мы сейчас вот создаем ФП, далее переходим вот сюда, выбираем категорию Facebook, здесь Telegram, Instagram и тому подобное есть. Вот фанпейдж, подписчики, лайки, накрутка, то есть добавляем там подписчиков, вставляем сюда ссылочку, количество, в общем, по этому сервису сейчас просто добавляем, так сказать, подписчиков на ФП и добавляем лайков. И где-то Facebook видит, что на этой ФП так есть активность, и мы ее, так сказать, блокировать не будем. И такую ФП пропускает. Сейчас мы этот момент тестим. Полностью обзор по этому сервису есть у меня на YouTube также. Можно посмотреть. Так, с ФП, я думаю, мы разобрались. У кого также будут какие-то основные там вопросы, где что непонятно, ребят, пишите, пожалуйста, ниже под данным видеороликом. Будем решать, подсказывать, делиться, так сказать, своим решением сейчас в целом по ФП. Следующее, второе, лента, арбитраж трафика. Ребята, наверное, видели то, что я говорю про этот канал. Что это за канал? Это канал моего очень хорошего знакомого. Это канал нашего знакомого Андрея. Здесь очень много информации в целом также под Facebook. То есть в целом по Фейсбуку Андрей рассказывает, что к чему, и, соответственно, очень полезный, а самое главное, информативный канал в нынешних реалиях. Ребят, будет такая небольшая просьба к вам. Вы, пожалуйста, подпишитесь на данный телеграм-канал, ссылочка будет ниже под видеороликом. Подпишитесь, пожалуйста, тут очень много информативного, а самое главное, полезного контента сейчас в нынешних реалиях по ФБ. Следующее, что сейчас делать с прокси? Прокси, наболевшая тема, наболевший вопрос, что сейчас с этим делать, где, соответственно, брать решения какие-то. Раньше запускались русский аккаунт, русская прокси, сейчас либо украинский аккаунт, нужно где-то искать украинскую прокси, либо же казахстанскую прокси. По поводу проксей.
специально уделил этому время. Вот в канале, который вы видели перед началом этого ролика, подписывайтесь, ребят, кто не подписан. Здесь вся есть информация, которой сейчас нет на YouTube. Также раздаем аккаунты БМ на тесты от нашего магазина FuboStore. Здесь у меня есть видеоролик по проксям. Здесь есть видео актуальный ролик по прокси. Там очень много информации. Я рассказал в целом, где сам беру прокси, какие статика, мобильная, VIP4, VIP6, либо же просто мобильный. Вот данный видеоролик. Вы переходите, подписывайтесь. Здесь есть все сейчас актуальные решения по проксям. Так что ссылка будет в данном телеграм-канале. Переходите, ребят. Тут есть вся информация. Следующее. Рекламные места у нас на сайте. Так сказать, кто меня сейчас смотрит, поставщики, предположим, там проксей Украины, Казахстана, Вьетнама и тому подобное. Обычным пользователям это, наверное, мало будет интересно, но все же, кто смотрит, тот, так сказать, смотрит у нас в нашем магазине FuboStore. Есть рекламные места. Что это за рекламные места? Сейчас объясню, что к чему. Каждый месяц пишут определенное количество ребят, 5-10 человек. Подскажите, есть ли у вас рекламные места в вашем магазине FuboStore? Вот у нас есть такие баннеры. Если вы поставщик хороших украинских проксей, либо же казахстанских проксей, которые вы сами тестируете, это очень хорошие прокси, вы, следовательно, если вам нужна реклама, нужны клиенты, вы можете отписать ниже. Ниже будет контакт человека, зовут его Юрий. У нас есть рекламные места в нашем магазине FuboStore. Вот здесь вешается ваш баннер на ваш магазин. И, соответственно, уже к вам идут клиенты под ваш сервис. Если у вас только качественный, проверенный сервис, в котором вы уверены, который действительно решает там проблемы, к примеру, прокси, то пишите Юрий, он вам подскажет, что по ценам, и, соответственно, также повешаем здесь ваш баннер. С этим тоже разобрались. Следующее, пятое. Как сейчас лучше входить в аккаунты? Очень много вопросов в личку поступают. Артем, подскажи, пожалуйста, как ты сейчас сам входишь в аккаунты? Что касаемо именно входа, ребят, сейчас очень много, так сказать, всяких входов. Кто-то по токену входит, кто-то входит в аккаунт по ID-шке, по логину и паролю. Кто-то сейчас входит в аккаунты по куки, кто-то по логину и паролю. Мы, так сказать, у нас такая закалка, мы привыкли всегда входить по логину и паролю. Мы считаем это наиболее трастовым, но у нас во всех аккаунтах идут куки. То есть куки, они просто идут, так сказать, как добавление. То есть по кукам есть одна такая фишка, я ее рассказывал. Это когда у вас прилетает чекпоинт, так сказать, сейчас будет такой спойлер, прилетает чекпоинт по номеру телефона, либо же прилетает у вас чекпоинт по почте, вы берете куки, открываете сессию в антидетект браузере и входите по куки. То есть у вас пропадает этот чекпоинт, и вы авторизуете, соответственно, свой аккаунт. То есть авторизуете свой аккаунт и, так сказать, входите, несмотря на то, что чекпоинт у вас по номеру, либо же по почте. Такой лайфхак, кто не знал, на заметку, сохраняйте себе этот видеоролик. Соответственно, сейчас просто входите по логину и паролю, так наиболее трастово, и у Фейсбука больше доверия. Следующее. По поводу именно ZRD. Что делать сейчас, почему летит ZRD? Везде летит ZRD, это подтверждение по документам. У вас есть, к примеру, карта какого-нибудь определенного банка. А вам, прежде чем залогиниться, вам нужно подтвердить свои документы. То же самое у ФБ. То есть у ФБ это нейронка, она работает следующим образом. Где-то он требует, просто требует, не дает запустить рекламу, а где-то попускает. Вот у нас с 30 аккаунтов человек в среднем один байер запускает по 30 аккаунтов у меня. У меня их 2 байера, и плюс я еще запускаю. Общая сложность где-то получается 90 аккаунтов за день мы втроем запускаем вручную. И, соответственно, по статистике, кто там хочет посмотреть статистику нашу по запускам, подписывайтесь ниже в телеграм-канал. Там ниже в телеграм-канале есть вся актуальная статистика по запускам. Там можете, ребят, все вы посмотреть досконально, так сказать.
и написать свой хороший какой-нибудь комментарий. Следующее, ZRD, просто ZRD летит. Без этого никуда раньше не было, сейчас Facebook эту фичу ввел, уже, так сказать, побольше года, наверное, прошло с ZRD. Это подтверждение по документам, как в обычном банке, там идете в какой-то банк, хотите зарегистрировать карту, вам говорят, давайте свой паспорт. То же самое здесь у Facebook, так скажем, он помечает это, что аккаунт, подтвержденный по документам, он считается наиболее, так сказать, трастовым. ZRD где-то летит, но у нас большинство аккаунтов запускается без ZRD, потом при открутии 50-100 долларов прилетает ZRD, где-то бывает 20 крутит и прилетает ZRD. Так что ZRD обычная проверка, переживать не стоит. Если где-то прилетает, подтверждаем. Ролик тоже есть в телеграм-канале у меня по подтверждению по ZRD. Следующее, седьмое. Откуда сейчас, ребят, лучше запускать рекламу? С бизнес-менеджера, либо же с лички. И туда, и туда. Но я сейчас расскажу лично, так сказать, свою точку зрения. Мы запускаем сейчас чисто с личек. То есть личек мы запускаем, берем по 90 аккаунтов, в среднем запуск за день на 3 человек. Я и 2 байера. И следующее, то есть мы запускаем их, и, соответственно, как мы их запустили аккаунты, мы сначала смотрим, то есть где заходит связка, где у нас, так сказать, связка не заходит. Если же у нас связка, так сказать, зашла, то, соответственно, мы потом просто берем БМ, по золотому правилу делаем. Очень важно, ребят, золотое правило: один аккаунт, один БМ. Сейчас в нынешних реалиях лучше всего это так делать. И, соответственно, по золотому правилу мы привязываем один аккаунт, один БМ с 250-долларовым лимитом у нас в FB и, соответственно, запускаемся уже с БМ. То есть наличка сейчас просто потестируйте, оттестируйте связку, у кого уже есть готовая связка, то, соответственно, берите БМ и в БМ запускайтесь с БМ с 250 долларов, чтобы лимит 250 долларов суточный у вас был. Ребят, попрошу обратить внимание, именно лимит, не биллинг. Биллинг — это разные вещи с лимитом. Просто многие ребята пишут: Артем, вот я сейчас возьму бизнес-менеджер, у вас 250 долларов, я отолью, и, соответственно, мне можно будет не платить. Нет, ребят, это идет лимит. То есть суточный лимит 250 долларов, соответственно, который вы отольете, и вам нужно будет заплатить. То есть это идет суточный лимит. А биллинг — это идет та сумма, вот вы, к примеру, отлили рекламу, Facebook дает в кредит, то есть он дает в кредит, к примеру, 25 долларов, потом вы только оплачиваете. То есть биллинг и лимит — это разные вещи. Лимит — это суточный лимит, сколько вы можете потратить с одного бизнес-менеджера в сутки. 250 долларов, вот у нас в FB вы можете 250 долларов с него потратить. А, соответственно, биллинг — это та сумма, которую вам Facebook дает в кредит. Предположим, там 25 долларов он вам дал кредит, вы до 25 долларов льете, потом только оплачиваете. С этим, я думаю, ясно. То есть, если у вас есть готовая связка, то берете БМ, по золотому правилу вяжете один аккаунт, один БМ и запускаетесь, соответственно, с БМ. Если нет связки, то тестируйте просто с личкой по ZRD. Аккаунты у нас в FB либо же, так сказать, обычные с токеном. Следующее, восьмое. Что сейчас с картами? Какие используем? Ребят, тоже наболевший вопрос по картам. Вот лично мы сейчас используем, я вот использую наш магазин FB Store, 2 байера у меня, два варианта по картам. Первое, это у нас идет Капиталист. У них там сейчас маленькие траблы, но, думаю, скоро пофиксят. Второе, это у нас идет Revolut, то есть Капиталист и Revolut, два банка, которые мы сейчас линкуем и вяжем, соответственно, к Фейсбуку. Еще ребята говорили про PayPal. До PayPal сейчас пока руки не дошли, так как идут тесты, заливы. Капиталист, Revolut. Кто тестил PayPal, отпишите ниже, ребят, под данным видеороликом, так сказать, подискутируем на эту тему, то есть отвечу на ваши вопросы. Будет такая небольшая дискуссия, разберем, что к чему. Следующее, девятое. Сколько аккаунтам давать отлежку? Вчера у нас был стрим нашего овнера Дмитрия Шевчихина с одной командой. Она достаточно неизвестная, но все равно, может быть, кому-то будет полезно. Ссылочка будет ниже под данным видеороликом. Дмитрий рассказал про отлежку. В среднем я сейчас, и вот ребята у нас дают отлежку 12-24 часа. И запускаемся. То есть с отлежкой ясно. Десятое. Предавто, что сейчас с ним делать, как решать, что с ним мы делаем сами. Очень наболевший, так сказать, вопрос. Что делать? Да ничто с ним не поделаешь. Если он летит, то просто оплачиваем и, соответственно, льем дальше. Просто решать как? Запускаем объемом, это рандом от ФБ, где-то дает, где-то не дает. Вот, соответственно, вот такое решение. 11. С какими аккаунтами сейчас лучше запускать рекламу, с какими аккаунтами мы сами запускаем рекламу. Сейчас вам покажу на демонстрации экрана. Наш магазин, кстати, с расходниками. Кто смотрит, новая аудитория, может, ребят, кто еще не знает, ссылка будет ниже. Переходите, приобретайте, много расходников под запуски. По поводу именно
аккаунтов. У нас сейчас появились аккаунты для таргетологов ПЗРД. Вот уже разобрали, было по 100 штучек. То есть сейчас смотрит, может успеет. Это те аккаунты, про которые говорил, что они подтверждены по документам. У нас сотрудники сидят в офисе, у нас большой штат, порядка 30 человек, и все это регают, подтверждают по документам. Вот такие можно приобретать и, соответственно, запускать с них рекламу. Следующее. Аккаунты под быстрый залив. Вот такие для авторизации, автозалива, там наподобие каких-то сервисов тоже хорошо заходит. Ребят, приобретайте. Вот, соответственно, эти аккаунты сейчас хорошо у меня на тестах заходят. По этим аккаунтам, я думаю, будет все понятно. И сейчас еще хочу дописать один пункт, так сказать, завершающий, 12-й. Оплата в нашем магазине. Оплата в магазине. У нас много наших товарищей сейчас с Украины, которые хотели бы у нас оплатить. У нас действует оплата сейчас, это вот так можно оплатить, и можно оплатить здесь. То есть вы пишете человеку, это проверенный наш человек, нажимаете «Открыть», открываете, пишите этому человеку, и, соответственно, можете оплатить любой товар в нашем магазине, если вы с Украины, ребят. У нас, так сказать, тоже есть клиентская база с Украины, наши знакомые, товарищи, мы их поддерживаем. Вот, соответственно, сделали, так сказать, такое решение. То есть пишем просто человеку и оплачиваем с Украины. То есть здесь вот на сайте у нас все есть. И, соответственно, также можно вот через такое пополнить. То есть пополнить личный кабинет через Binance. Наводим, сканируем, сразу же пополняем. Либо же вот пишем, когда вы именно отсканировали, оплатили, пишем вот данному человеку. Он тоже у нас проверенный. Нажимаем «Открыть». Открываем и, соответственно, пишем нашему человеку Юре. Вот, ребята, разобрали такие, так сказать, актуальные вопросы. У кого остались какие-то вопросы или где-то что-то недопонимают, или есть какие-то, ребят, у вас сейчас затруднения, в чем-то помощь нужна, в чем-то нужна поддержка. Я как админ магазина FB Store, админ команды, я вам буду помогать. Мы будем, так сказать, делиться своим опытом. Там, кому нужно, выдадим аккаунтов на тест, будем вас поддерживать. Так что, ребята, у кого какие-то остались вопросы, задавайте. Сейчас Facebook попустило, сейчас все льет, рега аккаунтов идет, маленько проблемы с ФП, но с 10 запускается половина. Так что, ребята, у кого будут какие-то вопросы, напишите, пожалуйста, ниже под видеороликом. Будем помогать, подсказывать. Я лично от себя буду помогать, подсказывать. И, соответственно, будут подсказывать также другие наши админы. Будет подсказывать Овнер наш, Дмитрий. Будет подсказывать наш админ Юрий. И, соответственно, еще другие админы. Так что, ребят, всем хороших тестов. Будут вопросы, пишите. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Постарайтесь, пожалуйста, распространить этот ролик. Много вкладываемся сейчас в контент. Несмотря на то, что загруженный, много заливов, много запусков, подготовка аккаунтов и многое другое. Все равно для вас пилим, снимаем на наш YouTube. Очень полезный и крутой контент. Так что, ребят, поддержите, пожалуйста, канал подпиской, колокольчиком ниже, где кнопочка подписаться. И поставьте, пожалуйста, хороший лайк на видеоролик и напишите хороший комментарий. Всем, кому нужна помощь, пишите ниже под роликом. Всем хороших тестов. Всем пока.